Семья Каннаги – это клан магов огня. Аяна владеет мечом, известным как Энраиха, который помогает ей развивать свои навыки. Мы видим, как Аяна расправляется с гигантским пауком своим мощным мечом. После этого она вместе с друзьями отправляется развлекаться. В следующей сцене мы знакомимся с парнем по имени Кадзума. Кадзуму вызывают в квартиру для проведения обряда изгнания нечистой силы. Он встречает в доме члена семьи Каннаги по имени Юки. Юки удивлен, что Кадзума вернулся в Японию. Когда-то Кадзума был членом семьи Каннаги, но его сочли неудачником и заставили уйти. Юки смеется над Кадзумой, но его смех резко обрывается, когда появляется дух, нарушающий покой в доме. Юки хочет показать, насколько могущественна магия огня, и атакует духа с помощью магии огня, но дух сопротивляется, и в результате дом загорается. Юки в страхе убегает, а хозяин дома умоляет Кадзуму помочь. Он обещает заплатить в 100 раз больше, чем они договаривались. Кадзума использует свою магию и с ее помощью сдерживает духа. Затем он изгоняет духа и тушит огонь, охвативший дом. Оказывается, что Кадзума теперь владеет магией ветра, которая полностью отличается от традиционной магии семьи Каннаги. Позже той же ночью Аяна бежит домой, чтобы ее не наказали. Она возвращается домой, и ее встречает Рен. Рен – младший брат Кадзумы. Рен сообщает Аяна, что его старший брат вернулся в Японию. Аяна, похоже, не может вспомнить, кто такой Кадзума, и Рен напоминает ей, что именно Кадзума был тем, кто победил ее и получил в наследство ее меч и Райху. Тем временем Юки сообщил главе семьи Джуга и отцу Кадзумы Генме, что Кадзума вернулся в Японию. Джуга удивлен, что у Кадзумы все хорошо. Аяна тоже потрясена тем, что ее троюродный брат теперь владеет магией ветра. Генма не гордится своим сыном из-за его неспособности владеть магией огня. Ночью один из членов семьи Канаги был убит магом, владеющим магией ветра. На следующее утро Хью из клана Фуга, который владеет магией ветра, приходит осмотреть место происшествия. Эй, Чуга, в этом нет никаких сомнений. Один из членов их семьи был убит магом, владеющим магией ветра. Клан Фуга 300 лет. Хью говорит, что в клане нет никого, кто осмелился бы пойти против Каги. Возникает подозрение, что Кадзума виновен в этом из-за неприязни, которую он испытывает к семье. Аяна готова пойти за Кадзумой, но отец отчитывает ее. Они ничего не могут сделать, пока у них не будет доказательств, что Кадзума действительно замешан в этом. Затем клан узнает, где находится Кадзума. Затем Джуга посылает Шинго Юки и Такея Угами, чтобы они поговорили с ним и, возможно, задержали его. По пути к дому Кадзумы мы узнаем, что Аяна едет с ними в машине. Она тайно последовала за ними, не сказав об этом отцу. Шинго жаждет крови и хочет убить Кадзуму, как только найдет его. Брат Шинго был убит магом, владеющим магией ветра, и именно поэтому он жаждет мести. Вскоре они добираются до строительной площадки и продолжают путь пешком. В этот момент Аяна оказывается в ловушке, окруженная барьером ветра. Шинго и Такей находят Кадзуму. Они спрашивают его, не он ли виновен в убийстве 3 магов огня, но он отвечает, что нет. Они требуют, чтобы он пошел с ними, но он отказывается. Кадзума также знает, что с этой парочкой пришел маг, владеющий магией ветра Рюя. Он довольно легко снимает с себя маскировку. Шинго пытается атаковать Кадзуму огнем, но Кадзума легко отражает его атаку и сбивает обоих с ног. Внезапно появляется неизвестный маг, владеющий магией воздуха, и убивает Такею и Шинго, прежде чем скрыться. Аяна наконец-то освобождается из ловушки и бросается за Кадзумой. Кадзума удивлен, что Аяна уже выросла. Кадзума пытается объяснить ей, что он невиновен. Кадзума уходит, сказав, что клан Канаги должен сам выяснить, кто на них нападает. Затем мы видим, как Аяна ругает отец за то, что она сбежала, чтобы сразиться с Кадзумой. Позже мы видим, как Генма встречается с Джуга. Они убеждены, что Кадзума не причастен к нападениям, но им нужно его задержать. Джуга спрашивает, почему Генма отправил Кадзуму прочь, и тот отвечает, что он лишь придерживается принципов клана Канаги. Генма предлагает найти Кадзуму и задержать его, даже если для этого потребуется применить силу. После встречи с Джуга Генма звонит Кадзуме и назначает ему встречу. Той ночью Кадзума вспоминает, как отец бросил его и выгнал из дома, потому что он не мог управлять магией огня. Отцу было стыдно, что его победил 12-летний мальчишка. Вскоре после этого Дженма прибывает на место, где должен встретиться с Кадзумой. Первое, что говорит Дженма сыну, которого он не видел 4 года, это то, что он должен сдаться. Кадзума все еще злится из-за того, что произошло, и он дает понять Дженме, что он уже не тот человек, которого он знал раньше. «Ты всего лишь 4 года изучал магию ветра, думаешь, ты сможешь со мной справиться?» Вот что сказал Дженма, насмехаясь над своим сыном. Кадзума атакует Дженму магией ветра, но та просто исчезает, как будто ее и не было. Дженма отвечает тем же и заставляет Кадзуму отступить от усталости. Кадзума не готов сдаться, потому что он пообещал превзойти своего отца. Очевидно, его отец – самый могущественный маг огня в клане. Дженма использует магию огня, и все вокруг становится синим.
Кадзума понимает, что это сила лазурного огня. Лазурный огонь – это абсолютная сила, которой могут пользоваться лишь избранные. За всю тысячелетнюю историю клана Канаги только 11 человек смогли использовать лазурный огонь. Отец Кадзумы – один из них. Затем Кадзума тоже решает перейти к более серьезным действиям. Он использует магию ветра, и это пугает Дженму. Магия ветра – это магия самих духов. Прежде чем Дженма успевает закончить свою магию огня, Кадзума поражает его мощной магией ветра, и Дженма терпит поражение. Кадзума рад, что победил, но все равно вызывает скорую помощь, чтобы отвезти Дженму в больницу и не дать ему умереть. Кадзума подходит к своему отелю, и тут появляется Рин. Сначала Кадзума не узнает своего младшего брата. Он понимает, что разговаривает со своим младшим братом, и просит его пройти с ним в номер отеля, чтобы они могли спокойно поговорить. Казума также рассказывает, что победил их отца, но отвез его в больницу на лечение. Аяна находится дома, когда получает сообщение от Рена, что тот сейчас с Казумой. Аяна тут же выбегает из дома, чтобы встретиться с ними, и спешит к ним, намереваясь подраться с Казумой. Когда они приходят в номер отеля, Рин спрашивает, является ли его брат магом. Маг – это тот, кто заключает прямой контракт с королем духов и получает благословение от всех духов, принадлежащих королю духов. Говорят, что маг стоит выше всех остальных пользователей магии. Казума знает, что такое быть магом, но он уверяет брата, что он не маг. Рен спрашивает, несет ли Казума ответственность за смерть огненных магов, но тот отвечает отрицательно. Затем Рен умоляет брата вернуться домой, но Казума отказывается. Казума все еще злится на отца и клан, которые бросили его. Он не хочет иметь с ними ничего общего и даже сменил фамилию на Югами. Рин начинает плакать, потому что не смог убедить брата, и Казума дает ему полотенце, чтобы вытереть слезы. Затем он говорит, что Рин может остаться у него на ночь, и это радует Рина. Он так скучал по брату, и теперь воспользуется любой возможностью, которая ему представится. Через мгновение Казума чувствует приближение сильного мага ветра. В отель летит магическая атака, которая разрезает его пополам. Тем временем Аяна тоже только что приехал в отель. Казума хватает Рена и вылетает с ним из отеля. Аяна беспомощно наблюдает, как отель рушится прямо на нее. Казума не обращает внимания на то, что маг ветра делает с семьей Канаги, но он не должен был приближаться к его брату. Казума атакует мужчину с помощью ветра, но это не причиняет ему вреда. Маг ветра использует скорость и отвлекающий маневр, чтобы пробраться мимо Казумы. Магу ветра удается похитить Рена и скрыться до того, как Казума успевает его остановить. Аяна же, напротив, удается выбраться из-под обломков отеля, создав огненный карман. Она пробирается сквозь завалы, и ее ярость только усиливается, потому что она считает, что Казума виноват в случившемся. На следующий день в поместье Канаги приезжают две женщины-следователя, чтобы осмотреть место преступления. Они приходят к выводу, что разрушения были вызваны магом ветра. Очевидно, что маги ветра считаются самыми слабыми среди других магов, таких как маги огня и земли. Одна из следователей отмечает, что бывают исключения, и, возможно, это как раз тот случай. Ходят слухи, что в Японию прибыл могущественный маг ветра. Они считают, что нападение совершил Казума. С другой стороны, Казума только что прибыл в поместье Канаги. Это вызывает у него воспоминания, и он вспоминает, как его мать тоже бросила его, потому что он считался слабым. Он входит в поместье, и его окружают несколько магов огня. Казума не хочет никаких проблем и просто хочет увидеть главу семьи. Они пытаются напасть на него, но Казума легко их всех побеждает. Затем появляется Джуга. Он тоже слышал, что Казума победил Генму. Казума рассказывает, что его брата похитил маг ветра. Казума не знает, зачем его похитили, но по выражению лица Джуга можно понять, что он что-то знает. Джуга просит Казуму пройти с ним в комнату, чтобы они могли поговорить. Тем временем в поместье появляется Аяна и видит группу магов, среди которых лежит на полу поверженная Казума. В покоях Джуга он достает книгу, в которой перечислены все члены клана Фуга. Казума узнает мага ветра и указывает на него. Джуга тоже знает этого молодого человека, его зовут Рюя. Аяна, которая тоже присутствует при разговоре, пытается напасть на Казуму, но отец останавливает ее. Отец говорит, что Казума не виноват, а виноват клан Фуга. Рюя первый сын их веха, и у Джуга есть основания полагать, что весь клан вот-вот взбунтуется. Аяна по-прежнему ведет себя высокомерно по отношению к Казуме, но Джуга напоминает ей, что Казума может легко победить ее, если захочет. Затем Джуга рассказывает им историю о том, почему клан Фуга служил клану Канаги на протяжении 300 лет. Клан Фуга был преступной организацией с огромной властью. 300 лет назад клан Канаги сражался с кланом Фуга и едва не одержал победу. Огненным магам удалось запечатать источник их силы. Они смогли запечатать Юму, Гоу, которого клан почитал как свое божество. Рен был избран в качестве жертвы, чтобы пробудить Гоу. Оказывается, клану Фуга удалось узнать, где находится печать. Духи, обитающие вокруг печати, вселились в Рюю, и это сделало его могущественным. Ни один из них не может прикоснуться к печати, иначе они сгорят заживо. Только прямой потомок главы клана Канаги
Канаги, создавшего печать, может ее разрушить. Как только Рен сможет сломать печать, Гиху поглотит его, и клан станет еще могущественнее, чем прежде. Аяна в ярости от того, что клан Фуга предал их, но Кадзума говорит ей, что это дело рук семьи Канаги. Они всегда относились к клану Фуга как к своим слугам, и, видимо, им это надоело. Кадзума рассказывает Аяна о том, как с ним обращались. Аяна хочет отправиться туда одна, но Кадзума говорит, что она не сможет победить Рюю в одиночку. Джуга предлагает Кадзуме пойти с ней. Прежде чем Кадзума соглашается, он требует, чтобы клан заплатил ему 100 миллионов иен. Тем временем Джуга знает, что Кадзума специально потребовал такую сумму, чтобы доказать, что он не связан с кланом Канаги. Вскоре после этого Аяна и Кадзума отправляются к горе, где клан Фуга проводит ритуал. Тем временем клан Фуга выпустил несколько духов в Рена, чтобы заставить его сотрудничать. Когда Аяна и Кадзума приближаются к горе, появляется Рюи и нападает на их машину. Они едва успевают выбраться из машины и оказываются лицом к лицу с Рюи. Аяна с высокомерием бросается на Рюю, а Кадзума решает оставить ее с ним. Кадзума направляется к горе, чтобы спасти своего брата, прежде чем тот превратится в пищу для Гео. Рен подходит к печати и ломает ее. Кадзума успевает вовремя, чтобы не дать Гео съесть своего брата. Он изгоняет духов из тела брата, и тот приходит в себя. Члены клана Фуга удивлены, увидев, что Кадзума встал у них на пути. Они оба ненавидят клан Канаги и думали, что он будет сидеть сложа руки, пока клан Канаги будет уничтожен. Похоже, эти глупцы забыли, что брат Кадзумы тот самый человек, которого они собирались принести в жертву. Через несколько мгновений на место происшествия прибывает Рюя, и становится ясно, что он уже победил Аяна. Гау оставляет свою печать и вселяется в тело Рюи. Члены клана рады этому, но они в шоке, когда Гау нападает на них и уничтожает. После того, как Гау расправился с магами ветра, он покидает место происшествия. Кадзума понимает, что Гау направляется в поместье Канаги, чтобы наказать их за то, что они запечатали его. Кадзума говорит, что им нужно отправиться за Юмой, но сначала они должны найти Аяна. Добравшись до места, где находится Аяна, они обнаруживают, что она тяжело ранена и скоро умрет от полученных травм. К счастью, у Кадзумы есть эликсир, который может ее спасти. Он не хочет использовать эликсир, потому что он очень редкий и дорогой. Рёну удается убедить его, и Кадзума использует эликсир, чтобы спасти Аяна. После того, как Кадзума спасает ее, он говорит, что его деньги удвоились. Кадзума забирает их, и они отправляются за Юмой. Юма пробуждает злых духов, которые были похоронены заживо. Рен спускается вниз, чтобы разобраться с духами, пока Аяна и Кадзума разбираются с Джеху. Рен использует очищающее пламя, чтобы уничтожить всех злых духов. Кадзума и Аяна загоняют Джеху в угол, прежде чем он успевает что-либо предпринять. Как обычно, Аяна бросается в бой без всякого плана, и Юма приводит ее в чувство. Затем Кадзума придумывает план. Он будет сдерживать атаки Юмы, пока Аяна приближается к нему и наносит удар своим мощным мечом. Первая атака оказывается бесполезной против Юмы. Затем Кадзума говорит Аяна, чтобы она отвлекала Юму, пока он что-нибудь придумает. Кадзума использует очень мощную магию ветра и призывает на помощь короля духов. Оказывается, что Кадзума все-таки был контрактором, а он просто врал об этом. Он просит Аяна отвлечь Гая, пока он заканчивает свое заклинание. Зверь сбивает Аяна с ног, и она уже готова сдаться, но тут вспоминает, как Кадзума подбадривал ее перед боем. Аяна удается подняться, и она атакует Гая мощным огненным заклинанием, которое отрубает ему одну руку. Он окутывает зверя пламенем и думает, что она победила, но тут Гай снова появляется. Джеху собирается напасть на Аяна, но Кадзума вступает в бой со своей последней атакой. Он способен избавиться от всех духов, окружающих Джеху, и дать Аяна возможность прикончить его. Кадзума падает на землю после того, как Джеху повержен. Он говорит, что заклинание было готово уже давно, но он намеренно ждал, когда у Аяна появится шанс. Затем он признается, что он не непобедим только потому, что он контрактор. Позже на место происшествия прибывают две женщины-следователи, чтобы осмотреть его. Затем клан Канаги устраивает пир в честь победы над кланом Фуга, и Джуга специально приглашает Кадзуму на праздник. Кадзума опаздывает. В этот момент Мисао Агами подходит к Кадзуме. Она говорит, что готова сделать для Кадзумы все, что угодно, в знак благодарности за его помощь. Кадзума подходит ближе и спрашивает, готова ли Мисао удовлетворить его в постели, и она отвечает утвердительно. Кадзума приближается к Мисао, но тут вбегает Аяна, чтобы помешать им зайти дальше. Аяна говорит, что Кадзуме заплатили за его услуги, и никакой благодарности не требуется. Однако похоже, что Мисао действительно что-то задумала, и Кадзума это понимает. Он говорит ей, чтобы она делала все, что хочет, и Мисао достает нож. Она бросается на Кадзуму, но не может его ударить, потому что вокруг Кадзумы стоит барьер из ветра. Мисао обвиняет Кадзуму в смерти своего брата Такеи. Она жаждет мести. Джуга и старейшины говорят, что Мисао будет наказана за свое поведение, но Кадзума говорит, что в этом нет необходимости, так как он не пострадал. Мисао не равня ему и никогда не будет представлять для него угрозу. Кадзума уходит, закончив свои дела.
Следом Аяна и ее друзья идут по улице, и она встречает Кадзуму, который выходит из отеля с девушкой Кирикой. Кадзума уходит, и Аяна решает пойти за ним, но вскоре теряет его из виду. Ей пришлось позвонить Рёну, чтобы он помог ей найти Кадзуму. Через несколько минут они видят, как Кадзума встречается с Мисао, и они потрясены. Они начинают следить за этой парочкой, чтобы узнать, куда они пойдут. Аяна в ярости от одной мысли, что Мисао и Кадзума встречаются. Она видит, как они входят в отель, и в ее голове проносятся безумные мысли. Она в ярости и хочет ворваться в отель, чтобы поджечь его, но Рен удерживает ее. Казума и Мисао уже собираются войти в отель, когда Мисао вдруг возвращается в свое тело. Снайпер стреляет в Казуму несколько раз, но тому удается увернуться. На Казуму нападает группа вооруженных людей, они стреляют в него. Они даже бросают в него гранаты, чтобы убедиться, что он мертв. Мисао радуется, что наконец-то избавилась от Казумы. В этот момент появляется Аяна и насмехается над Мисао, которая думала, что сможет убить Казуму из огнестрельного оружия. Мисао оглядывается и понимает, что Казумы больше нет. Казума использует силу ветра, чтобы избавиться от всех вооруженных людей и снайпера. Аяна готова наказать Мисао за то, что она сделала, и Мисао убегает. Она роняет сумку на пол, и Казума поднимает ее. Аяна преследует Мисао, пока не загоняет ее в угол. Аяна достает свой меч и собирается атаковать Мисао, но появляется Казума и останавливает ее. Он говорит Аяна оставить Мисао в покое, потому что она только хотела причинить ему боль и не сделала ничего, что могло бы навредить клану. Казума протягивает ей сумку, но Мисао отбрасывает ее в сторону. Она начинает атаковать Казуму огненными атаками, но они не причиняют ему никакого вреда. После того, как она испробовала все, что могла, она падает на колени и начинает плакать. Такея был единственным, кто заботился о ней в семье, и она винит Казуму в его смерти. Казума подходит к ней и пытается укрыть ее курткой от дождя, но она отбрасывает куртку в сторону. Она заявляет, что никогда не простит Кадзуму за смерть своего брата. Я не думаю, что эта глупая девчонка понимает, что не Кадзума убил ее брата. Кадзума уходит, убедившись, что не сможет переубедить Мисао. Рен и Аяна тоже уходят, а Мисао остается одна под проливным дождем. Позже к Мисао подходит какой-то человек и предлагает ей силу, которая поможет ей осуществить ее заветное желание. Мисао получает способность, которая позволяет ей ловить людей в ловушку и высасывать из них жизненную энергию. Она может выделять из своего тела липкую жидкость, которую использует для уничтожения своих жертв. Мисао обычно называет молодого человека, который дал ей эту способность, своим ангелом-хранителем. Через 2 недели Аяна приходит к Кадзуме в его номер в отеле. Джуга поручил Аяна и Кадзуме расследовать убийства, которые происходят в последнее время. После того, как клан Фуга взбунтовался, у семьи не осталось ресурсов для расследования. Кадзума соглашается, но говорит, что будет работать один и не нуждается в помощи Аяна. Аяна приходит в ярость, услышав это, и сердито выходит из номера. Аяна недоумевает, почему Кадзума так упорно хочет помочь Мисао. Когда Аяна выходит из отеля, мы видим, что Кадзума наблюдает за ней с крыши. Очевидно, Кадзума решил использовать Аяна в качестве приманки для преступника. Аяна идет со своими друзьями, когда вокруг них появляется липкая жидкость. Аяна достает меч и начинает рубить призраков. Липкая жидкость вот-вот поглотит ее и ее друзей, но тут появляется Кадзума. Он использует свою силу ветра, чтобы отразить атаку, и дает Аяна возможность нанести сокрушительный удар. Мисао вспоминает о своем духе, когда понимает, что Кадзума теперь тоже вовлечен в это. Однако Кадзума смог определить ее местонахождение. Он отправляется туда, и Аяна, не раздумывая, следует за ним. Кадзума находит Мисао, сидящей на скамейке в парке. Она признается, что ее цель — поглотить как можно больше душ, прежде чем она бросит вызов Кадзуме. Она признает, что сейчас ей не справиться с Кадзумой, но она станет сильнее. Аяна появляется на месте событий, и все ее мысли заняты тем, как она будет сражаться с Мисао. Кадзума останавливает ее, и Мисао видит, что у нее есть шанс сбежать. Аяна в ярости от того, что Кадзума позволил Мисао сбежать, и начинает ругать его. Кадзума показывает ей, что она еще не видела его таким. Он называет ее маленькой девочкой и предупреждает, что она больше никогда не должна бросать ему вызов, потому что он может уничтожить ее в одно мгновение. Позже мы видим, как Мисао встречается со своим покровителем в церкви. Молодой человек убеждает Мисао поглотить еще больше душ, чтобы она стала достаточно сильной, чтобы сразиться с Кадзумой. Затем Джуга вызывает на встречу отца Мисао. Он говорит ему найти способ остановить дочь, и мужчина с радостью соглашается. Мисао теперь аморальное существо, и ей нельзя позволять продолжать в том же духе. Однако Угами не хотят, чтобы Кадзума вмешивался в их борьбу с Мисао. Аяна встает и обещает остановить Кадзуму, если он появится. Группа должна встретиться с другом семьи. Позже Аяна знакомится с новым помощником, о котором говорил ее отец. Это одна из женщин-следователей, которые посещали места, где сражался Кадзума. Она представляется Аяна. Она начальник отдела по особым поручениям в Токийском полицейском управлении, детектив Кирика Татибана. Судя по всему, это та самая женщина, которая недавно вышла из отеля вместе с Кадзумой. Кирика сообщает группе, что Мисао прячется в церкви. Отец Мисао и Угами отправились на ее поиски. Отец Мисао приходит в церковь, и Мисао радостно приветствует
приветствует его. Она удивлена, что с ними нет Кадзумы и Аяна. В этот момент Аяна чувствует присутствие Кадзумы. Она тут же выходит из комнаты, чтобы помешать Кадзуме вмешаться в драку, которая вот-вот начнется между Угами и Мисао. Аяна сомневается, что сможет победить Кадзуму. Она знает, что недостаточно сильна, но ей нужно лишь задержать его. Она собирается с духом и идет за Кадзумой. Она яростно нападает на него, и даже он поражен ее силой. Однако она все равно не может противостоять Кадзуме, и он легко отражает все ее атаки. Аяна начинает падать с неба, но Кадзума успевает ее подхватить. Кадзума удивлен, что Аяна дает время Угаме, чтобы они смогли победить Мисао, хотя на самом деле это им самим нужна помощь. Аяна, Рен и Кадзума добираются до церкви и обнаруживают, что Мисао убила всех членов своей семьи. Мисао говорит, что пришло время отомстить, и нападает на Кадзуму, но все ее атаки блокируются барьером ветра вокруг Кадзумы. Мисао потрясена тем, что ее атаки не причинили никакого вреда, потому что ее злой покровитель пообещал, что теперь она достаточно сильна, чтобы справиться с Кадзумой. В этот момент из церкви выходит молодой человек и признается, что он лгал. Он использовал Мисао только как посредника, чтобы собрать вместе призрачные души, которыми он мог бы управлять. Он утверждает, что в его руках эта сила будет более могущественной. Затем молодой человек вырубает Мисао и начинает поглощать всю силу, которую она накопила. Затем молодой человек представляется как Майкл Харли. Он из организации, известной как «Звезды и мудрость». Казума удивляется, когда слышит это название, и оказывается, что он знает, кто они такие. Это вызывает у Казумы воспоминания, которые, похоже, причиняют ему боль. Майкл превращает всю липкую жидкость в огромного дракона и использует Мисао в качестве ядра. Затем он сливается с драконом. Теперь им нужно быть осторожными, потому что если они сожгут дракона целиком, Мисао тоже погибнет. Аяна, как обычно, атакует дракона, но ее удары не причиняют ему никакого вреда. Дракон собирается пронзить Аяна своими когтями, но Казума встает у него на пути и спасает ее. Казума получает удар, и из раны течет кровь. Тем временем Рен отвлекает дракона, пока взрослые обсуждают ситуацию. Казума объясняет, что главная причина, по которой он обрел эту силу, заключается в том, что он хочет защищать людей, и никто не может быть исключением. Казума чувствует слабость из-за раны. Затем он говорит Аяна, чтобы она попыталась отвлечь дракона, пока он готовит мощную атаку, которая уничтожит дракона. Аяна присоединяется к Рёну в нападении на дракона. Через несколько мгновений Казума заканчивает призывать духов ветра. Он возвращается на поле боя и наделяет Аяна силой, исходящей от него. Цвет огня Аяна становится синим, что означает лазурный огонь. Одним взмахом меча она побеждает дракона, и Майкл превращается в голубую пыль, но Мисао остается жива. Мисао чувствует себя виноватой и хочет умереть, но Кадзума говорит ей, что она должна жить дальше, чтобы искупить свои грехи. Позже Рен, Аяна и Кадзума навещают Мисао в женском монастыре, где она теперь живет. Мисао решила сделать все, что в ее силах, чтобы искупить свои грехи. Она спрашивает Кадзуму, почему он спас ее. Кадзума рассказывает, что когда-то Мисао спасла его от хулиганов, когда они были детьми. Мисао удивлена, что Кадзума пошел на это только для того, чтобы отплатить ей за то, что она сделала много лет назад. Трио уходит, пожелав Мисао удачи в ее новом приключении. Далее Джуга звонит своей дочери и сообщает ей, что в ее школе Сирио появился Хитодама, который сеет хаос. Это яркий белый свет, который летает по школе ночью. Это вызвало панику среди учеников. Аяна удивлена и говорит, что не чувствует присутствия злого духа в школе. Скорее всего, это потому, что он не собирается причинять вред людям. Школа наняла семью Канаги для расследования этого дела. Джуга поручает своей дочери расследовать это дело, так как происшествие произошло в ее школе. Аяна сразу же соглашается и уже собирается выйти из комнаты, не выслушав подробностей, но Джуга останавливает ее. Ей сообщают, что она будет работать с человеком, который также будет ее телохранителем. Джуга не может допустить, чтобы с ней что-то случилось, ведь она будущая глава семьи. В этот момент входит Кадзума, и Аяна понимает, что телохранителем, о котором говорил ее отец, был Кадзума. Она тут же заявляет, что не может работать с Кадзумой. Юга готов передать дело в специальный отдел полиции. Аяна слышит это и быстро соглашается. От мысли о том, что Кирико и Кадзума вместе и весело проводят время, у нее по спине пробегает холодок. Придя в школу, Аяна спрашивает, почему Кадзума согласился стать ее телохранителем, и он признается, что Юга предложил ему большое вознаграждение за его услуги. Внезапно Аяна чувствует чье-то присутствие рядом с собой, и она уже готова сжечь все вокруг дотла, но Кадзума удерживает ее. Оказывается, что это были ее подруги Юкари и Нанасё, чье присутствие она почувствовала. Юкари слышала рассказы о Хитодама, и она тоже здесь, чтобы расследовать это дело. Она тоже любит фотографировать. Она фотографирует почти все подряд и надеется, что ей удастся сфотографировать Хитодама. Оказывается, что все случаи, о которых сообщалось ранее, происходили около 7 часов вечера. Вместе они отправляются в здание школы, чтобы провести расследование. Юкари рассказывает о знаменитом мифе о 7 чудесах Академии Саярио. В ванной комнате есть Ахана. В музыкальном классе есть пианино, которое само собой играет, когда в комнате
комнате никого нет. Есть лестница, которая становится длиннее в полнолуние. Есть манекен, который двигается в полночь. Призрак студента, который появляется в библиотеке. Старое вишневое дерево, которое растет на заднем дворе школы. Дерево не погибло, но оно уже много лет не цветет. Это должны быть 7 чудес, но их всего 6. Однако Аяна не верит ни в какие мифы. В этот момент Казума чувствует присутствие Хитодама, и оно пролетает мимо них. Они продолжают поиски Хитодама. Оно появляется и говорит им, что нужно идти домой, пока не стало хуже. Аяна приходит в ярость и пытается атаковать Хитодама огнем, но оно легко уклоняется от ее атаки. Хитодама начинает мучить Аяна. Оно льет воск на пол, и Аяна падает. Оно льет на нее воду. Оно пугает ее, превращаясь в странного вида манекен. После долгих мучений Аяна решает присесть и перевести дух. Аяна и Казума ссорятся, а друзья Аяна просто смеются. Неужели вы двое не можете просто стать парой? Казума чувствует, что Хитодама находится на заднем дворе. Аяна не может почувствовать Хитодама, потому что оно не несет в себе зла. Оно не представляет угрозы для окружающих. Группа выходит на задний двор, и Хитодама опрокидывает ведро на голову Аяна. Юкари удается сделать хороший снимок. Аяна начинает плакать из-за того, что Хитодама сделала с ней. Казума говорит Хитодама, чтобы оно подошло к ним, потому что оно уже достаточно помучило Аяна. Хитодама отказывается, и Казума использует свою атаку ветром, чтобы притянуть его к себе и оглушить. Группа понимает, что Хитодама — это фея Пикси. Казума говорит, что они известны своим озорным характером. Они любят сеять хаос везде, где только можно. Фея представляется как Тиана. Она говорит, что она и ее друзья здесь для того, чтобы исполнить желание одного старика. Феи летают вокруг дерева монстра, на котором растут вишни, и заставляют его зацвести на несколько мгновений. Затем, когда они заканчивают свою работу, феи улетают. Группа ребят уходит, насладившись прекрасным видом цветущего дерева монстра. Затем Рен и один из его одноклассников, Кэнон, отправляются после школы на прогулку. С другой стороны, Аяна занята сражением с монстром, а Кадзума просто стоит рядом, как ее телохранитель. После того, как она заканчивает сражение, Аяна предлагает пойти в ресторан и перекусить. Кадзума оплачивает счет, так как он ничего не делает, а только получает деньги за свои обязанности телохранителя. Позже Рен возвращается домой после утомительного дня. Он слышит, как поет девушка, и решает посмотреть, кто это. Он видит девушку, и ее прекрасный голос сразу же очаровывает Рена. Рен ждет, когда она закончит петь, чтобы начать с ней разговор. Девушка предлагает поиграть вместе, и Рен соглашается. Тем временем Кадзума и Аяна все еще сидят в ресторане, когда он слышит, что его зовет Тиана. Он быстро выходит из ресторана и говорит Аяна, что у него есть важное дело. Рен и девушки катаются на качелях. Рен отдает ей свою куртку, чтобы ей было теплее, и девушка наконец-то называет свое имя Аюми. С другой стороны, Тиана рассказывает Кадзуме, зачем она его позвала. Глава ее клана сообщил ей, что Кадзума подрядчик, и что только он может помочь им в сложившейся ситуации. Из деревни фей было украдено редкое сокровище, и если его не вернуть, то деревня будет уничтожена. Фея тоже использует магию ветра, поэтому Тиана считает, что Казума обязан помочь им, ведь у него контракт с королем духов. Тиана в шоке, когда Казума говорит, что не станет помогать им бесплатно. Он требует половину сокровищ, которые есть в их деревне, в качестве платы. Тиане ничего не остается, как согласиться на сделку. Казума теперь не шутит, когда дело касается бизнеса, не так ли? Рен и Аюми все еще веселятся, когда вдруг подъезжает машина с какими-то мужчинами. Они отталкивают Рена в сторону и собираются применить электрошокер к Аюми. Рен приходит в ярость и создает барьер с помощью своей огненной магии. Мужчины удивлены, что столкнулись с магом огня. Они говорят Рену, что их послала семья Цуабуки, чтобы забрать Аюми. Судя по реакции Рена, он точно знает о семье Цуабуки. Рен не знает, что делать, потому что его вмешательство может привести к конфликту между двумя семьями. Однако он не хочет, чтобы эти люди забрали Аюми. Он настаивает, чтобы они ушли, иначе он их покалечит. У мужчин нет выбора, и они уходят. Аюми умоляет Рена помочь ей. Позже Дзюго сообщает своей дочери, что семья Цуабуки прислала предупреждение о действиях Рена. Цуабуки утверждают, что Рен забрал то, что принадлежит им. Рена невозможно найти, поэтому нет никакой возможности узнать, что происходит. Дзюго просит Аяна найти Рена, и если получится, то и Казуму тоже. Затем мы видим, как Казума и Тиана направляются в поместье Цуабуки. Казума рассказывает, что семья Цуабуки – это клан магов Земли. Тиана показывает Кадзуме изображение сокровища, которое они ищут, и оказывается, что это яйцо или семечко. Кадзума давно ждал возможности сразиться с кланом Цуабуки, и сейчас, похоже, настал подходящий момент. В поместье мы видим, как одна из дочерей главы клана Маюми ругает своего помощника Юдзи за то, что он позволил Аюми сбежать. Юдзи обещает найти Аюми и вернуть ее обратно. Кадзума добирается до поместья и с помощью магии ветра осматривает окрестности, но
нигде не находит никаких следов яйца. Кадзума слышит голос старшей дочери главы клана Курёхи. Поскольку их отец болен, она занимается всеми делами. Семья готовится к торжественной церемонии, которая должна состояться на следующий день. Церемония проводится для того, чтобы предотвратить извержение вулкана Минтфудзи, и она проводится каждые 30 лет. Курёха чувствует присутствие Кадзумы и с помощью своей силы втягивает его в дом. Сказав это, Кадзума обращается к Курёхе и всем присутствующим с требованием вернуть сокровища феи, иначе он обрушит на них свой гнев. Сказав это, он выходит из комнаты. Позже он говорит Тиане, что хочет, чтобы семья не отдавала сокровища добровольно. Он действительно жаждет сразиться с ними. Затем мы видим, как Аюми и Рен идут к морю, потому что именно туда хочет отправиться Аюми. Вскоре они добираются до бухты и чувствуют толчки, похожие на землетрясение. Рен удивлен этим, потому что толчки происходят все чаще. Затем Аюми признается, что она тоже из клана Цуабуки. Рен удивлен тем, как они обращаются с Аюми, ведь она одна из них. Затем мы узнаем, что представляет собой эта грандиозная церемония. 300 лет назад произошло извержение вулкана Фудзи, и из него появился огромный зверь. Зверь начал сеять хаос и разрушать все вокруг. Чтобы запечатать зверя, вождь Цуабуки заключил договор с королем духов земли. Однако во время этого процесса вся жизненная сила вождя была израсходована, и она умерла. Потолок держится всего 30 лет, и каждые 30 лет они должны проводить церемонию. Тот, кто проводит церемонию, запечатывает зверя и в процессе умирает. По сути, каждые 30 лет они приносят в жертву одного из членов клана, чтобы зверь оставался запечатанным. В этом году церемония проводится в честь Аюми. Аюми добавляет, что она решила оставить себе воспоминания о своей жизни, прежде чем умереть. Очевидно, она живет воспоминаниями другого человека. Но желание защитить Аюми все еще живет в сердце Рена. Аюми идет на пляж, чтобы полюбоваться морем, а Рен с помощью своей магии огня создает для нее что-то вроде солнца. Вскоре после этого на место происшествия приходят Маюми и Юдзи. Маюми называет Аюми вещью и требует, чтобы Рен вернул ее. Аюми говорит Рену, чтобы он не вмешивался, и сама возвращается к Маюми и Юдзи. Юдзи начинает избивать Аюми, как будто она пустое место, и это приводит Рена в ярость. Он решает вмешаться, и Юдзи ничего не остается, кроме как вступить с ним в бой. Поначалу Юдзи одерживает верх, потому что все вокруг них сделано из земли. Рен импровизирует и превращает землю, на которой стоит, в магму. Таким образом, Юдзи не может напасть на него, и это дает Рену возможность нанести ему мощный удар огненной атакой. Затем Маюми решает прекратить бой. Она говорит, что Аюми всего лишь кукла. Она и ее клон, созданный всего месяц назад в рамках подготовки к церемонии. Она выглядит как 12-летняя девочка, но ей всего месяц от роду. Через месяц она умрет, даже если ее не принесут в жертву для создания потолка в зверинце. Рен в отчаянии, услышав это, падает на колени и смотрит, как Маюми и Юдзи уносят Аюми. В этот момент на место происшествия прибывают Аяна и Кирика. Аяна думает, что они причинили Рену боль, но Маюми говорит, что они не сделали ничего подобного. Однако он, возможно, страдает не физически, а эмоционально. Маюми просит Кирику сообщить семье Канаги, что проблема решена. Через несколько минут Маюми возвращается в особняк, и Кадзума понимает, что яйцо находится внутри Аюми. Он мог бы легко забрать его и увести Аюми, но он хочет дождаться следующего дня и сделать это во время церемонии. Той ночью Юдзи замечает, что Маюми нет, и решает спросить об этом Курёху. Курёха ведет его в потайную комнату в особняке, где и проходит церемония. Юдзи входит в комнату и видит, что Маюми помещена в кристалл. Он удивлен этим, потому что всегда обещал защищать Маюми. Курёха объясняет, что тело Аюми не готово к церемонии. Она забирает энергию Маюми, чтобы передать ее Аюми. Курёха уверяет Юдзи, что Маюми не умрет, пока церемония не будет прервана. Курёха подшучивает над Юдзи, чтобы он сделал все возможное, чтобы защитить Маюми от смерти. Курёха говорит, что кто-то может попытаться помешать церемонии. Она даже считает, что Кадзума так же силен и могуществен, как и она сама. Затем Курёха предлагает Юдзи силу и мощь, которую он сможет использовать, чтобы противостоять Кадзуме. Она знает, что Юдзи согласится, потому что он предан Маюми. Вскоре после этого Джуга получает известие о том, что Цуабуки вернули свое утерянное сокровище, и что с Реном больше не нужно иметь дело. Джуга звонит своей дочери, чтобы сообщить ей об этом, и настоятельно просит ее не вмешиваться в церемонию. Это право их семьи, и никто не должен им мешать. Затем выясняется, что глава семьи Цуабуки на самом деле не болен. Курёха заперла его в комнате, где хранится священная реликвия. Ее отец пытался остановить ее, потому что ее действия могли привести к уничтожению клана, но у него ничего не вышло. Курёха уже все спланировала на завтра. Отец Курёхи очень обеспокоен, когда узнает, что Маюми будет главной на церемонии, но он ничего не может сделать. В следующей сцене Аяна находится
приходит Рена и ругает его за то, что он бросил Аюми. Рен пытается оправдаться, что он не бросал ее. Он просто не хотел вмешиваться, хотя ему было тяжело. Затем Аяна спрашивает его, чего он хочет. Рен отвечает, что хочет увидеться с Аюми, даже если это будет в последний раз. Он хочет извиниться перед ней. Аяна говорит, что готова отвезти его в поместье Цуабуки, но он не должен устраивать там никаких беспорядков. Он просто должен увидеть Аюми, извиниться перед ней, и на этом все. Вскоре они прибывают в поместье. Они пытаются войти туда спокойно, но охрана нападает на них. Аяна ничего не остается, как дать отпор, и Рен поддерживает ее. Они бросаются к главному зданию, но на их пути встает огромный, похожий на каменного истукана человек. Оказывается, что этот каменный человек Юдзи. Аяна выхватывает меч, но он не причиняет Юдзи никакого вреда. Аяна удивлена этим, потому что ее меч может рассечь что угодно. Юдзи хватает Рена и начинает душить его. Рен пытается урезонить Юдзи. Рен говорит, что люди не жертвуют тем, что любят. В этот момент появляется Кадзума и использует технику ветра, чтобы сразить Юдзи и освободить Рена. Аяна с удивлением видит Кадзуму и Тиану в поместье. Юдзи вспоминает, как он поклялся в верности Маюми, и тут же поднимается на ноги. Группа готова снова сразиться с ним, но Рен говорит, что он сам с ним разберется. Он напоминает Юдзи о том, что тот сказал раньше. Юдзи пытается доказать, что жертвовать чем-то – это необходимое зло. Тогда Рен понимает, что настоящий враг – это чудовище, которое заперто в горе. Юдзи пытается напасть на Рена, но тот использует технику высокого уровня. Он сжигает Юдзи очищающим огнем, и тот растворяется, не причиняя ему вреда. Затем Рен говорит команде, что он собирается сразиться с чудовищем. Аяна считает это безумной идеей, но Рен – брат Кадзумы. В этот момент появляется Курёха, и по исходящей от ее тела мощной энергии группа понимает, что она действительно использует силу зверя, запечатанного в горе. Это та самая сила, которую она использовала, чтобы превратить Юдзи в каменного человека. Кадзума использует свою силу ветра, чтобы перенести Рена туда, где находится Аюми. Кадзума и Аяна остаются, чтобы разобраться с Курёхой. Рен добирается до Аюми, и стражники, узнав, что он победил Юдзи, убегают, не вступая в бой. Рен извиняется за то, что бросил Аюми, и говорит, что он здесь, чтобы спасти ее. Он не допустит, чтобы кто-то из них стал жертвой, включая Аюми. Аюми говорит, что она скоро умрет, даже если ее не принесут в жертву. Рёну удается убедить Аюми прожить остаток ее короткой жизни с ним, и она с радостью соглашается. Рен потрясен, когда в комнату входит Кадзума. Рен понимает, что Рен оставил Аяну с Курёхой. Ты ведь не просто использовал ее как приманку, не так ли? Ну, это так похоже на Кадзуму. Кадзума собирается покинуть священную комнату, но Рен напоминает ему о Маюми. Кадзума использует свою силу ветра, чтобы разбить кристалл и освободить Маюми, но она все еще без сознания. Пещера начинает рушиться, и все вот-вот обвалится. Кадзума использует свою силу, чтобы пробить отверстие в потолке, и выносит всех из пещеры, прежде чем она обрушится. Когда они выбираются наружу, Кадзума замечает человека, превращенного в камень. Он понимает, что это отец Курёхи. Прежде чем испустить последний вздох, он умоляет их спасти Маюми. Затем Кадзума и остальные возвращаются к Аяна, которая все еще сражается с Курёхой. Кадзума разбивает скорлупу и обнаруживает, что Курёха не собирается запечатывать монстра, а хочет поглотить его силу. Курёха использовала силу монстра, потому что у нее нет магических способностей, как и у Кадзумы, который не владеет магией огня. Унижения, которым она подвергалась в своей семье, довели ее до отчаяния. Кадзума объясняет Курёхе, что Юдзи превратился в каменного человека, когда получил силу монстра, но Курёха осталась в своем человеческом обличии. Это произошло потому, что монстр лишил Курёху магических способностей. Он запечатал ее силу с самого рождения, чтобы использовать ее тело для воскрешения. Монстр манипулировал ею с самого рождения, и во всем, что происходило с Курёхой, виноват был монстр. Монстр знал, что Курёха найдет способ вернуть себе силу. Курёха злится, когда понимает это. В этот момент Кадзума узнает, что печать, наложенная на монстра, находится в священной комнате. Должно быть, печать сломалась, когда Кадзума выбежал из комнаты. В этот момент монстр начинает пробуждаться, и Курёха называет его имя. Монстра зовут Зенон. Курёха тут же теряет сознание, монстр пробуждается и забирает свою силу. Кадзума говорит, что им нужно победить монстра, пока он не выбрался из горы. Они нападают на Зенона, но их атаки не действуют, потому что Зенон использует барьер Ци. В этот момент Курёха приходит в себя. Она понимает, что у нее действительно есть магические способности. Она в ярости бросается на Зенона, но монстр легко отбрасывает ее в сторону. Аюми понимает, что команде приходится нелегко в борьбе с чудовищем, и решает провести церемонию на потолке. Поскольку церемония уже началась, Кадзума просит Рена и Аяна сделать все возможное. Кадзума активирует свою силу, Аяна использует свой меч, а Рен использует свою лучшую атаку. Вместе они наконец-то побеждают чудовище. Аюми падает на землю, когда все заканчивается, и Рен подбегает к ней. Кадзума рассказывает, зачем Суабуки украл яйцо феи. Чтобы 12-летний клон стал похож на настоящего, ему нужно 12 лет. Но Аюми достигла этого возраста всего за месяц. Они используют яйцо феи, чтобы ускорить ее рост. Яйцо феи – это то, из чего появляется следующая фея-предводительница, поэтому оно обладает собственной силой.
Кадзума сожалеет, что он был недостаточно силен, чтобы спасти Аюми. Он обещает стать сильнее, чтобы спасти следующего человека. Рен держит Аюми в своих объятиях, пока она медленно угасает. Аюми просит Рена не плакать, потому что она сама выбрала свою судьбу. Она не хочет, чтобы ее последним воспоминанием о Рене были слезы. Аюми медленно умирает и превращается в пыль. После ее смерти яйцо феи высвобождается, и Тиана может забрать его в свою деревню. Рен так сильно плачет из-за смерти своей возлюбленной, что Кадзума говорит ему не сдерживаться. Пусть все выйдет наружу, и тебе станет легче. Позже Рен сидит на пляже и думает об Аюми и обо всем, что он хотел бы ей показать, если бы она была жива. Он убеждает себя, что Аюми все еще живет в его сердце, и она не умерла. Через несколько дней Джуга предлагает Рону, Аяна и Кадзуми вместе сходить в парк развлечений. Он говорит, что в парке видели призрака. Но это все ложь. Это просто попытка развеселить Рен. Трио отправляется в парк развлечений, где они встречают двух одноклассников Рен, Тацую и Каннон. Тем временем Нанасе и Юкири тоже находятся в парке. Тацуя и Каннон уводят Рен, чтобы они могли повеселиться вместе. Каннон очень хочет побыть с Рен наедине, но Тацуя всегда рядом и рушит ее планы. Аяна и Кадзума сидят на скамейке, когда Кадзума замечает мужчину, переодетого в женщину, выходящего из женского туалета. Аяна, не теряя времени, бросается к нему и сбивает с ног. Кадзума проверяет его вещи и находит видеокамеру. Очевидно, что мужчина пробирается в женский туалет, чтобы установить там видеокамеры, чтобы потом снимать на них девушек в непристойных позах. Аяна продолжает избивать мужчину, пока Кадзума не останавливает ее. Кадзума просматривает запись на камере и удивляется увиденному. Аяна пытается подсмотреть, но Кадзума не позволяет ей. Они вызывают полицию, чтобы задержать преступника. Кирика тоже сопровождает полицейских, которые приехали арестовать преступника. Кирика следит за тем, чтобы Аяна не предъявили никаких обвинений. Тем временем мы понимаем, что Джуга специально отправил Аяна и Кадзуму в парк, чтобы свести их вместе. Рен и наши друзья веселятся, когда начинает светиться декорация на американских горках. Пейзаж настолько прекрасен, что Рен жалеет, что рядом нет Аюми, чтобы она тоже могла это увидеть. Однако Рен приходит в себя, но Кэннон замечает, что он не в себе уже довольно давно. Кэннон раскрывает свои намерения и говорит, что готова ждать, пока его сердце не будет принадлежать другой. Как обычно, Тацуя вмешивается в их разговор, чтобы разрушить прекрасные мгновения, которые они проводят вместе. Кэннон очень зла, и ей приходится ударить Тацую ногой в голову. Рен оживляется при виде этого и наконец-то смеется. Кэннон и Тацуя тоже смеются, и Кэннон пользуется моментом, чтобы обнять Рена. Кадзума и Аяна наблюдают за ними с вершины американских горок, пока Рен веселится со своими друзьями. Позже Аяна понимает, что они так и не раскрыли дело о призраке, из-за которого они оказались в парке. Однако Рен и Кадзума знают, что это было всего лишь прикрытие. Джуга намеренно солгал, чтобы сблизиться с ними. Аяна замечает, что за ними следят с тех пор, как они пришли в парк. Она уже готова напасть на них, когда они снимают маскировку. Оказывается, это были Нанас и Юкари. Карика наконец-то просматривает видеозапись, когда возвращается в офис. Оказывается, камера запечатлела Нанаса и Юкари, когда они переодевались в туалете. Вот что увидел Кадзума, и у него отвисла челюсть. Позже Юкари показывает группе фотографии, которые она сделала в течение дня. Затем Аяна рассказывает друзьям о своем плане, как заставить Кадзуму пригласить ее в дорогой ресторан, чтобы она могла поесть вкусной еды. Ее друзья считают это свиданием, но Аяна не готова признать это. Она утверждает, что ее план – это всего лишь способ заставить Кадзуму тратить все заработанные деньги, ничего не делая. Позже в тот же вечер Аяна встречается с Кадзумой в дорогом ресторане. Аяна одета в красивое платье, а Кадзума в очень дорогой костюм. Кадзума удивил Аяна тем, что у него есть парадная одежда. Он рассказывает, что заказал ее, когда ему нужно было проникнуть в здание правительства в Англии. Дома Джуга сообщает Рёну, что Кадзума – это тот, кто нужен семье в будущем. Поэтому он пытается свести их вместе. Однако они оба не понимают, что Джуга пытается сделать. Джуга просто надеется, что они совершат ошибку, и тогда он сможет заставить их сблизиться. В ресторане, где они ужинают, вооруженные грабители врываются в здание. Они требуют, чтобы все отдали им свои ценности. Все подчиняются их требованиям, кроме Аяны и Кадзумы. Один из грабителей собирается напасть на них, но дух зверя выпускает огненные шары в грабителей и выгоняет их из ресторана. Дух зверя – это когда несколько духов объединяются и позволяют виртуальному персонажу управлять ими. Человек, управляющий зверем, появляется перед ними. Она представляется как Кэтрин Макдональд. Аяна не знает, кто такие Макдональды, и Каюма решает рассказать ей. Это семья магов огня из Америки, самая уважаемая в Соединенных Штатах. Они владеют техникой высокого уровня, когда дело касается духов зверей. Кэтрин рассказывает, зачем она приехала в Японию. Она приехала, чтобы победить Аяна и отобрать у семьи Канаги титул самого могущественного мага огня.
Она также хочет победить Аяна, чтобы унаследовать Энраю. Девушки начинают обмениваться колкостями, и вскоре они достают оружие. Аяна призывает Энраю, а Кэтрин призывает своего духа-хранителя Метатрона. Метатрон – это могущественный дух, олицетворяющий объединенные силы семьи Кэтрин. Интересно, как Аяна собирается победить такого сильного духа. Дух одерживает верх и начинает избивать Аяна. Бой настолько ожесточенный, что Аяна даже не замечает, как она уничтожает злого духа, который сеет хаос в округе. Казума наконец подсказывает Аяна, что нужно делать. Аяна атакует Метатрона с помощью очищения, и дух исчезает. Однако это приводит к мощному взрыву, который разрушает крышу здания. Аяна пришлось срезать часть крыши, чтобы здание не рухнуло. Кэтрин говорит Аяна, что бой еще не окончен. Они обязательно устроят еще один поединок, и она обещает на этот раз одержать решительную победу. По дороге домой девушки решают зайти в ресторан и поесть рамен. Пока Аяна наслаждается раменом, Казума наслаждается дорогим вином из ресторана. Джуга также сообщают, что семья Карнеги оплатит ущерб, нанесенный Аяной и Кэтрин. В следующий раз Кэтрин отправляется в город и начинает охотиться на злых духов и Юма, которые попадаются ей на глаза. Кэтрин утверждает, что это тренировка перед ее поединком с Аяна. Казума и Кирика находят Кэтрин в ресторане вместе с ее духом-хранителем. Кирика смеется, когда слышит, зачем Кэтрин приехала в Японию. Она говорит, что Кэтрин никогда не сможет победить Аяна, потому что она еще не достигла ее уровня. Казума добавляет, что Карика говорит правду. Это приводит Кэтрин в бешенство, и она спрашивает, почему такой сильный маг, как Казума, разговаривает с ней. Она решает проучить Казуму. Кэтрин вызывает Казуму на бой, и это еще больше забавляет Карику. Карика уходит и просит Казуму разобраться с Кэтрин. Они идут на тренировочную площадку, чтобы провести поединок. Кэтрин посылает Метатрона за Казумой, и Казума легко расправляется с ним, используя свои способности ветра. Кэтрин потрясена тем, что только что увидела. Казума говорит Кэтрин, что она все еще уступает Аяна и что у нее нет ни единого шанса победить ее. Кэтрин полагается только на своего духа-зверя и надеется закончить бой одним ударом, но Райха способна справиться с Метатроном. Кэтрин спрашивает Казуму, откуда он знает Аяна. Казума говорит Кэтрин, что он просто ее деловой партнер. Кэтрин решает нанять Казуму в качестве тренера, чтобы он рассказал ей о технике боя Аяна. Затем друзья Аяна рассказывают ей, что видели Казуму с какой-то женщиной, и это приводит ее в ярость. Однако она все еще не может признать, что испытывает чувство ревности. Она все еще не может успокоиться, когда Казума приходит к ней с приглашением на тренировку, которое прислала Кэтрин. Аяна чуть не сходит с ума, когда узнает, что Казума тренирует Кэтрин. Во время тренировки Кэтрин чуть не падает, и Казума успевает ее подхватить. Это неловкий момент для них обоих, и Кэтрин влюбляется в Казуму из-за этого инцидента. Однако она хочет подавить свои чувства, потому что видит в Кадзуме своего тренера. Аяна и ее друзья обедают в ресторане, когда туда же заходят Кадзума и Аяна. Аяна приходит в ярость, увидев их вместе. Затем Кэтрин объявляет правила дуэли. Если она выиграет дуэль, то сможет забрать Кадзуму с собой в Соединенные Штаты. Если же победит Аяна, то Кадзума сможет остаться в Японии. Аяна удивлена новым условием, которое Кэтрин добавила к правилам дуэли. Это заставляет Аяна еще больше стремиться к победе. Она заявляет, что хочет, чтобы Кадзума остался в Японии, чтобы он и дальше покупал ей дорогие продукты. Аяна просто обманывает саму себя. Я не знаю, когда она наконец поймет, что влюблена в Кадзуму. На следующий день Кэтрин и Аяна встречаются на поле боя. Аяна, не теряя времени, достает свое оружие. Кадзума объявляет начало поединка, и противники бросаются друг на друга. Аяна одним выстрелом уничтожает Метатрона. Она думает, что победила, но, подняв голову, видит вокруг себя несколько сгустков энергии. Кадзума сообщил Кэтрин, что Аяна не умеет сражаться с несколькими противниками одновременно. Она всегда сосредоточена на одной цели, и в этом ее слабость. Сгустки энергии стреляют в Аяна, и она не может отразить их атаку. Аяна падает, и Кэтрин радуется, что победила. Она начинает рассказывать обо всем, что ей не терпится сделать с Кадзумой. Это придает Аяна сил, и она собирается с духом. Она приспосабливается и атакует сразу всех противников. Она уничтожает их и бросается на Кэтрин. Она сбивает Кэтрин с ног мощным ударом. Кэтрин встает и признает свое поражение. Она пожимает руку Аяна в знак примирения. Кэтрин решает остаться в Японии, потому что не готова расстаться с Кадзумой. Оказывается, что Кадзума использовал поединок как возможность показать Аяна свою слабость. Кадзума тоже пытается делать вид, что ему все равно на Аяна, но мы-то знаем, что он просто обманывает сам себя. В следующей сцене Джуга устраивает еще одно веселое мероприятие для Аяны и Кадзумы. Он зовет Юкири, чтобы сообщить парочке, что она выиграла билеты на горячие источники, и они приглашены. Джуга надеется, что на этот раз они смогут совершить романтическую ошибку. Горячие источники кажутся лучшим местом, чтобы стать еще ближе друг к другу. Джуга считает, что они неосознанно сблизятся, когда окажутся на источниках. Все меняется, когда Джуга узнает, что Генма тоже находится в этом месте. Он понимает, что напряжение возрастет, когда отец и сын встретятся взглядами. Приехав в отель, Кадзума чувствует усталость и сразу же направляется в ванную. Он заходит в общую ванную комнату и с удивлением видит там Кэтрин.
Кэтрин замечает, что Кадзума полностью обнажен и убегает, чтобы не поддаться искушению. Тем временем Генма находится в горячей ванне с Кирикой. Кадзума заходит в ванную и наслаждается купанием. Кадзума выходит из ванной, и в этот момент Генма выходит из мужской раздевалки. Они смотрят друг на друга. Кадзума удивлен, что Генму выписали из больницы. Они сразу же начинают обмениваться колкостями, и не успеешь оглянуться, как они уже начали обмениваться ударами. Аяна и Рен прибегают на место драки, но никто из них не в силах их остановить. Одного удара от любого из них двоих достаточно, чтобы уложить противника на лопатки, но они к этому не готовы. Спасение приходит, когда Кирика сообщает Генме, что обед готов. Аяна и Рен в шоке, когда понимают, что Кирика и Генма пришли на источник вместе. Отец и сын обещают продолжить бой позже. Позже Кадзума выходит из комнаты. Он говорит Рёну, что хочет пойти в баню и еще раз помыться. Аяна возвращается в комнату и, не найдя Кадзуму, сразу понимает, что он, возможно, вернулся, чтобы продолжить бой. Аяна, Рен, Юкари и Нанаси бегут в баню, чтобы предотвратить драку, но они опаздывают. Дуэль продолжается, и они обмениваются ударами, как смертельные враги. Кирика снова приходит на помощь. Через несколько мгновений Кадзума и Генма встречаются в бане. Они без колебаний продолжают бой. Девушки хорошо проводят время в другой бане, когда Кадзума вылетает оттуда, получив удар от отца. Он поднимается, и они продолжают бой. Аяна считает, что они просто выпускают пар. Кадзуме наконец удается повалить Генму на землю. Он протягивает ему руку, и Генма принимает ее, но Кадзума снова сбивает его с ног. Аяна в ярости, когда видит это. Она считает, что Кадзума был готов помириться. Генма встает во время их разговора и наносит мощный удар Кадзуме. Он напоминает ему, что нужно всегда побеждать своих противников. Позже Кадзума ложится на колени Аяна, и она обрабатывает его раны. Генма также говорит Кирике, что его сын еще не достиг того уровня, который ему нужен. Он сильный, но Генма считает, что ему предстоит пройти долгий путь. Не успеешь оглянуться, как они уже снова идут в туалет. Передохните, ребята, пожалуйста. Нанаси и другие теннисисты из школы тренируются, когда какой-то извращенец Уцуми стоит в стороне и фотографирует их. Он не просто фотографирует девушек, а делает откровенные снимки, на которых видно нижнее белье. Он улыбается и называет это искусством. Очевидно, девушки знают, что он преследует их. Нанас видит, как он это делает, и бросает в него мяч. Они проверяют его фотокамеру и видят снимки, на которых он фотографировал девушек в непристойных позах. Девушки решают наказать его за это преступление. Они даже узнают, что у него в раздевалке для девочек спрятаны камеры. Они отводят его на задний двор и избивают, а затем передают в школу для дальнейшего наказания. Тем временем Аяна и Кадзума идут по аллее, когда внезапно появляется молодой человек. Он решает затеять драку с ними. Он кричит и превращается в крепкого мужчину. Он смеется и говорит, что только что получил новые способности, и они просто потрясающие. Он нападает на них, но Кадзума легко сбивает его с ног. Он снова встает, и на этот раз Кадзума избивает его до тех пор, пока он не превращается обратно в жалкого слабака. Кадзума говорит, что ему нужно поговорить с Кирикой об этом инциденте. Аяна возвращается домой и видит, что Уцуми бродит по улицам и обещает наказать девочек за то, что они с ним сделали. На следующий день Аяна и ее подруги узнают, что с одной из теннисисток произошел несчастный случай, в результате которого она попала в больницу. Ходят слухи, что Уцуми наложил на девочек проклятие. Очевидно, Уцуми отстранили от занятий на 4 дня. Проходит несколько дней, и с остальными членами теннисной команды начинают происходить несчастные случаи, и в итоге остается только Нанасё. Через 4 дня Уцуми возвращается в школу и первым делом вызывает Нанасё на поединок. Они уходят в дальний конец школьного двора, чтобы выяснить отношения. Уцуми признается, что теперь у него есть суперспособности, и он хочет, чтобы Нанасё встала перед ним на колени и умоляла его. Нанасё отказывается, и он выпускает энергетический заряд, но промахивается. Он добавляет, что это он виноват во всем, что происходит с девочками. Помимо своих способностей к энергетическим выбросам, он может накладывать проклятия на людей. Нанасё по-прежнему не выглядит напуганной, несмотря на все, что он говорит и делает. Уцуми готовится выпустить мощный заряд энергии, но Нанасё вырубает его электрошокером. В этот момент из укрытия выходят Аяна, Юкари и Кирика. Они уже все спланировали. Кирика арестовывает Уцуми. Позже Кирика сообщает Аяна и Юкари, что было несколько случаев, когда подростки обретали сверхспособности. Юкари рассказывает, что слышала об этом в интернет-чате. Очевидно, они считают, что это компьютерная игра, и получают опыт, выполняя различные задания. Кирика знает, что кто-то стоит за всем этим, но им нужно выяснить, кто именно. Кирика просит Аяна и Юкари помочь с расследованием. Она говорит, что Кадзума работает с новичком в полиции. Вскоре после этого мы видим, как на новичка нападает парень с суперспособностями. Кадзума стоит в углу и слушает, что говорит этот парень. Кадзума узнает, что суперспособности эти люди получили вместе под названием Пандемониум, и они верят, что играют в видеоигру. Узнав об этом, Кадзума вмешивается, чтобы спасти новичка полицейского и разобраться с парнем, обладающим суперспособностями. Когда он собирается выйти из переулка, мимо проходит девушка, и судя по реакции Кадзумы, он ее знает.
Он называет ее Цуй, но девушка убегает, прежде чем Кадзума успевает что-то выяснить. Далее Рен и его друзья Кэннон и Тацуя веселятся, когда к ним подходит хулиган. Он пытается напасть на Кэннона, и Рен вмешивается, чтобы остановить его. Хулиган обещает пожаловаться своему брату на то, что произошло. Он уверен, что его брат расправится с ними, потому что у него самого есть суперспособности. Позже Аяна возвращается домой после веселого дня, проведенного с друзьями, и встречает Кэтрин, которая преследует парня с суперспособностями. Аяна спрашивает Кэтрин, что она делает, и Кэтрин признается, что теперь она работает в полицейском управлении. Она получила рабочую визу и останется в Японии до тех пор, пока не решит уехать. Парень с суперспособностями напоминает Кэтрин, что она была в самом разгаре битвы, когда появилась Аяна. Он нападает на Кэтрин, но Кэтрин и Аяна отражают его атаки своими огненными атаками. Девушка посылает на них самую мощную атаку, но они легко отражают ее и вырубают девушку. Девушка также сказала что-то о пандемониуме, и Кэтрин задержала ее для дальнейшего допроса. Позже мы видим, как Кадзума стоит на крыше и думает о девушке, которую он видел. Ему звонит Карика и просит их собраться вместе. Тем временем Рен и его друзья возвращаются домой, но на них нападают хулиганы. Оказывается, что тот хулиган, который приставал к ним раньше, позвонил своему брату. Трио окружено бандитами, и брат хулигана обещает расправиться с ребятами. Он оказывается магом огня. Он атакует ребят огненным шаром, но Рен легко отражает его атаку. Он использует атаку Феникса, Рен блокирует ее и отбрасывает хулигана к стене. Рен видит, что тот одержим Юмой. Рен использует свою способность очищения, чтобы уничтожить Юму и лишить хулигана его способностей. Бандит удивлен, что его способности исчезли, и его брат с дружками убегают с места происшествия. Рен спрашивает у хулигана, откуда у него взялись способности. В это время Кэтрин допрашивает задержанного ею мага. Оказывается, Пандемониум — это сайт, на который они случайно наткнулись. Они заключили контракт и проснулись с новыми способностями. После этого они не могут зайти на сайт. Оказывается, они скачали Юму, которая была преобразована в цифровой формат. Однако у пользователей способностей есть онлайн-чаты, которые они используют для общения. Как только вы достигаете определенного уровня, вы получаете приглашение в само здание Пандемониума. Хулиган признается, что был в Пандемониуме, но не знает, где он находится. Он описал то, что запомнил. Здание между двумя башнями. Он добавляет, что встретил там парня по имени Визалий, который наделил его силой. По описанию бандита, которое он дал, ребята смогли определить местонахождение того места, где произошло это безобразие. Они добрались до этого места, но там не было здания, похожего на то, что описал бандит. Рен понял, что они, возможно, использовали пространственное искажение. Он бросил в это место огненный шар, но ничего не произошло. Троица решила уйти. В этот момент Рен бесследно исчез. Карика официально обратилась за помощью к клану Канаги в расследовании недавних происшествий и случаев использования силы. Кадзума тоже присутствовал на встрече, но его мысли были заняты другим. Он мог думать только о той девушке, которую видел. Он бессознательно произнес ее имя, и все, включая Аяна, услышали это. Кадзума уже собирался уходить, когда Кэннон позвонил Аяне и сообщил ей об исчезновении Рена. Услышав, что его брат пропал, Кадзума сразу же стал серьезным. Они прибыли на место, и ребят увели оттуда, прежде чем они успели что-либо предпринять. Кадзума использовал свои способности, чтобы определить, что вокруг здания действительно было пространственное искажение. Он взлетел и с помощью своей силы ветра открыл часть здания. Он вошел внутрь, а Аяна и Кирика остались снаружи. Кирика позвонила своим подчиненным и приказала им продолжать операцию в тайне. Она также приказала сделать все возможное, чтобы СМИ не пронюхали о том, что должно произойти. Аяна и Кирика поднялись на лифте на верхний этаж. Кирика использовала свои способности к ясновидению, чтобы создать для них проход. Дуэт выходит в вестибюль, и к ним подходит девушка, которую Кадзума видел в переулке. Девушка представляется как Лапис и говорит, что не позволит им пройти дальше. Она слуга Везелия и делает все, что он прикажет. Девушка вооружена большим мечом, и Аяна тоже призывает Энраиху. Дуэт вступает в схватку, и Аяна сразу понимает, что девушка очень сильна. Она с легкостью управляется с мечом, несмотря на его внушительные размеры. Меч сам по себе представляет проблему, потому что он прочный и не сломается, даже если Аяна ударит по нему Энраихой. Тем временем Кадзума оказывается в ловушке в искаженном пространстве. Он может разрушить все вокруг, но это наверняка приведет к разрушению здания. Он просто хочет, чтобы Рен смог позвать его, чтобы он смог понять, где находится. Затем мы видим Рена в присутствии Везелия. Тот спрашивает, готов ли Рен усилить свои способности, но Рен отвечает, что нет. Везелия объясняет, что все происходящее — это эксперимент. Тем временем Аяна все еще сражается с Лапис. Оказывается, что меч Лапис способен поглощать любые огненные атаки, которые Аяна направляет на него. Затем Везелий показывает Рену изображение того, как Кадзума и Аяна сражаются. Он говорит, что знает, кто такой Кадзума, но он не является его главной целью в городе. Пока Везелий разговаривает с Реном, Кадзума понимает, что его изображение проецируется откуда-то. Он использует это как слабое место. Он прорывается сквозь
сквозь искаженное пространство и оказывается в той же комнате, где находятся Рен и Визелий. Кадзума видит Визелия и узнает его. Казума говорит, что его настоящее имя Бернхард Роудс. Оказывается, Роудс является членом организации под названием Альгамист. Они все еще обсуждают, когда Аяна и Лапис вступят в схватку. Казума снова замирает, когда видит Лапис. Аяна бросается на Лапис и пытается ее уничтожить, но Казума ее останавливает. Роудс говорит, что Лапис — это копия бывшей возлюбленной Казумы Цуй. Очевидно, Цуй мертва, и Альгамист использует остатки ее сознания, чтобы создать Лапис. Он говорит, что Лапис получила силу мастера меча, и именно поэтому она так сильна. Роудс решает, что на сегодня хватит. Он приказывает Лапис разрушить здание, прежде чем они уйдут. Лапис превращает свой меч в гигантский клинок и рассекает здание пополам. Казума успевает спасти всех, прежде чем здание рухнет. Позже Кирико показывает отредактированное видео, которое они планируют показать СМИ. Они также не получили никаких известий от Казумы после того, как он спас их из здания. Выясняется, что большинство заключенных, обладающих магическими способностями, сбежали. На стенах их камер кровью были написаны инструкции. Им было предложено усилить их магические способности, и они согласились. Среди сбежавших заключенных была Уцуми. Аяна беспокоится, что Уцуми будет преследовать Нанаси, но Карика уверяет ее, что за ней присмотрит. Генма говорит группе, что Роудс является председателем совета директоров Альгамиста. Альгамист — это магическая ассоциация, которая имеет большое влияние в Европе и считается ведущим авторитетом в области современных магических искусств. Оказывается, Альгамист затаил злобу на Казуму. Кирико решает рассказать группе, что произошло. 4 года назад, еще до того, как Кадзума стал подрядчиком, он встретил женщину, с которой жил счастливо. Кадзума помогает Суи в ее ресторане. Благодаря Суи Кадзума стал лучше, потому что после того, как его выгнали из дома, он был сам не свой. Суи не видит в нем ничего особенного. Ей все равно, обладает он силой или нет. Однажды под светом луны Кадзуя клянется Тви, что всегда будет ее защищать, но позже все оборачивается совсем не так. В наши дни Кадзума клянется себе, что уничтожит Алгаместа и куклу, которую они называют Ляпис. Его гнев охватывает весь город, и Ляпис чувствует это даже на расстоянии. Глаза Кадзумы наливаются кровью, когда он наконец впадает в ярость. Затем мы видим, как Аяна и Кирико приходят в отель Кадзумы, чтобы проведать его, но не могут его найти. Его телефон тоже не отвечает. Позже мы видим, как пользователи силы собираются на соревнования. Шин, Сияющий и Ли, Дьявол, должны сразиться друг с другом. Поначалу Ли одерживает верх, используя своего призванного зверя, чтобы наказать Шина. Но позже Шин приходит в себя и становится непобедимым. Он уничтожает зверей Ли, и Ли, в свою очередь, чувствует всю боль, которую причиняет ему Шин. Они сражаются не на жизнь, а на смерть, когда на сцене появляется Кадзума. Ли пытается противостоять ему, но Кадзума показывает ему, кто здесь главный. Затем он использует свою силу, чтобы извлечь из его головы всю информацию. Он не находит того, что ищет, и переходит к Шину. Он проникает в голову Шина, но там нет никаких сведений о пандемониуме. Тем не менее, он смог найти информацию об Уцуме. Зрители, наблюдавшие за происходящим, бросились в рассыпную. Кирико, Аяна и Рен прибывают на место происшествия. Кирико сообщает им, что Кадзума в ярости пытался выяснить, где находится пандемониум. С другой стороны, Уцуми повысили до 3-го класса, и теперь он мастер ручей. Той ночью Идзуми и Кэтрин дежурят у дома Нанаси. Внезапно появляется какая-то сила и разрушает защитный барьер Идзуми. Идзуми слабеет, и Кэтрин быстро призывает Метатрона, готовясь к нападению. В этот момент появляется Кадзума, и Кэтрин думает, что он на их стороне, пока Идзуми не говорит ей, что это Кадзума разрушил барьер. Кэтрин потрясена этим, но она не хочет, чтобы Нанас была похищена. Она пытается напасть на Кадзуму, но он легко ее побеждает. Кэтрин видит, как Нанас выходит из дома, словно ею кто-то управляет. На следующее утро Кирико рассказывает Аяна о случившемся. Аяна в шоке от того, что Кадзума похитил Нанас, но Кирико говорит, что это не так. Кадзума намеренно разрушил барьер, чтобы использовать Нанас как приманку. Он хочет, чтобы Уцуми похитил ее, чтобы он смог выследить Уцуми и найти пандемониум. Аяна все еще не верит, что Кадзума способен на такое. Кирико рассказывает ей историю о Кадзуме. До своего возвращения в Японию Кадзума был известен как мрачный жнец. Никто не мог противостоять ему. Он вернулся в Японию и изменился, но никто не знает почему. Сейчас он в том же состоянии, в котором был, когда был мрачным жнецом. Казума снова стал прежним, и ему все равно, кто пострадает или погибнет, лишь бы он получил то, что хочет. Кирико говорит Аяна, что она единственная, кто может остановить Казуму. Кирико надеется, что Аяна справится. В следующей сцене Рен и его друзья гуляют по парку и слышат, как кто-то говорит о маге, владеющем ветром. Рен и его друзья подбегают, чтобы посмотреть, что происходит. Один из магов собирается сразиться с Казумой в надежде получить опыт. Казума с легкостью сбивает его с ног. Он причиняет ему боль, когда Рен подбегает к ним. Рен пытается поговорить со своим старшим братом, но Казума ведет себя совсем по-другому. Он говорит Рёну, чтобы тот не мешал ему. Тацуя поднимает Рена, и они
они втроем убегают с места происшествия. Они напуганы одним только видом Казумы. Позже Аяна и остальные приходят в больницу, чтобы допросить мага, с которым дрался Казума, но понимают, что это бесполезно. Им нужен способ остановить Казуму. Аяна говорит Кэтрин, что Кирико сказала ей, что она единственная, кто может остановить Казуму. Кэтрин ревнует, когда слышит это. Она не может поверить, что Кирико предпочла Аяна ей. Аяна не понимает, что говорит Кэтрин. Эта девушка совсем ничего не понимает, не так ли? Кирико пыталась сказать ей, что у нее с Казумой особая связь, даже если она этого не видит. Кирико уверена, что Казума чувствует то же самое. Тем временем Юкари выясняет, что Пандемониум находится в Центральном парке и решает проникнуть туда под видом другого человека, чтобы найти Нанаси. Юкари пробирается на собрание пользователей силы. Юкари переодевается, чтобы ее никто не узнал. Тут появляется Уцуми и передает информацию пользователям силы. Он говорит им, что завтра в полночь в Центральном парке начнется Пандемониум. Пользователи силы, которые придут туда вовремя, получат огромную силу. Юкари начинает отправлять всю эту информацию Аяна в виде текстовых сообщений. Уцуми заканчивает передавать информацию, когда поднимает глаза и замечает среди толпы Юкари. Юкари тут же отправляет Аяна сообщение, что ее раскрыли, и убегает. Она не успевает далеко уйти, как ее ловит Уцуми. Аяна и Кирико получают сообщение и понимают, что это срочно. Затем Кирико понимает, что Кадзума уже знает, где находится Пандемониум. В ту ночь, когда он позволил Уцуми похитить Нанаси, он, должно быть, проследил за ними, чтобы узнать, что Пандемониум находится в парке. Он не стал вмешиваться, потому что хотел, чтобы Родес осуществил все свои планы, а в последний момент все разрушил. Он хотел увидеть отчаяние и боль в глазах Родеса, когда тот убьет его. Кирико добавляет, что Родес, должно быть, знал, что Кадзума выяснил, где находится Пандемониум. Именно поэтому он послал Уцуми, чтобы тот сказал пользователям силы прийти в Центральный парк. Эта парочка играет в опасную игру, ставкой в которой являются их жизни. Услышав все это, Аяна еще больше хочет остановить Кадзуму. Позже Уцуми бросает вызов Родесу, потому что считает, что теперь он очень силен. Этот тупой придурок в буквальном смысле бросил вызов человеку, который наделил его силой. Короче говоря, ничем хорошим это для него не закончилось. Затем Генма готов найти своего сына и убить его, чтобы положить конец всему, что тот натворил. Однако Аяна удается убедить его, что она остановит Кадзуму. Она клянется своим священным мечом, что сделает это. Генма неохотно соглашается и уходит. Теперь Рен и Аяна должны разобраться с Кадзумой. Той ночью Рен и Аяна приходят в парк, чтобы найти пользователей силы, которые уничтожают друг друга. Они пытаются уменьшить количество соперников в ожидании хаоса. Убив их, Рен решает сжечь их очищающим огнем, чтобы подавить Юму в их телах. Они уже заканчивают, когда часы бьют полночь. Начинается хаос, и все пользователи силы превращаются в чудовищ. Это происходит из-за Юмы, которая находится в их телах. Они бросаются в самую гущу хаоса. В это же время появляется Кадзума. Он уничтожает всех чудовищ на своем пути и собирается направиться в эпицентр хаоса, когда появляются Рен и Аяна. Рен пытается сказать Кадзуме, что Свей не обрадуется, если увидит его в таком состоянии. Месть не вернет мертвых. Кадзума затыкает Рену рот и говорит, что он не мстит. Он просто хочет убить Родеса просто так ради убийства. Он предупреждает Рена, чтобы тот не вставал у него на пути. Аяна вмешивается. Она прекрасно понимает, что словами его не остановить, и готова применить силу. Она призывает Энрайху и принимает боевую стойку. Казума удивлен, что Аяна думает, что сможет его остановить. Его сила возрастает прямо на глазах у Аяна, и это пугает ее. Сила Казумы настолько велика, что он даже не использовал силу контрактора. Аяна начинает подбадривать себя, чтобы противостоять Казуме. Казума многому научил ее, и она готова применить эти знания на практике. Между ними завязывается бой, и Аяна удается противостоять Казуме. Она яростно атакует Казуму, и он даже не может заставить себя убить Аяна. Аяна становится серьезнее, и огонь, исходящий от ее клинка, становится ярко-красным. Этот цвет символизирует силу алого пламени. Затем Аяна напоминает Казуме о том, что он сам в первую очередь приобрел эту силу. Эта сила должна защищать, а не разрушать. Он даже научил ее этому. Казума однажды сказал ей, что будет защищать всех, кто его окружает, не делая выбора. Слова Аяна начинают действовать на Казуму, и он понимает, что совершил ошибку. Он вспомнил свое обещание, и его глаза из ярко-красных снова стали обычного цвета. Аяна знает, что Казума пришел в себя, но она все равно наносит ему последний мощный удар. Это наказание за то, что он потерял себя. После боя Казума снова становится самим собой, высокомерным и заносчивым. Он целует Аяна в шею, и она потрясена его поступком. В этот момент тела убитых Казумы и Юмасов начинают шевелиться. Аяна говорит, что это может быть началом чего-то грандиозного. Казума готов уничтожить Пандемониум, прежде чем что-либо начнется. Но Аяна говорит ему, что Нанаси и Юкари находятся внутри, потому что их похитили. Перед началом главного сражения мы узнаем, что Суи был принесен в жертву дьяволу, а Кадзума ничего не смог с этим поделать. Родис был тем, кто провел ритуал, убивший Суи. Вернемся к настоящему времени. Кадзума, Рен и Аяна попадают в Пандемониум. Кадзума уверяет Аяна, что у Лапис больше ничего на него не есть, потому что она всего лишь кукла. Они добираются до вестибюля
вестибюле и видят, что Лапис держит в заложниках Наносё и Юкари. Уцуми тоже парализован, и его держат в кристалле. Лапис рассказывает, что Пандемониум был отправлен в Токио для проведения экспериментов по созданию гибрида человека и демона Homo Supiria. Они поделились силой Юмы с людьми через интернет, а затем вырастили семена. Были собраны различные данные о том, как их объединить. Лапис берет свой меч и отрубает Уцуми голову. Это вызывает сильное землетрясение, и вокруг всего здания образуется огромный магический круг. Затем Лапис рассказывает, что процедура вызова Белиала завершена. Что? Белиал, но он же один из князей ада. Души пользователей силы были принесены в жертву, чтобы вызвать Белиала, и душа Уцуми была последней, которая им понадобилась. Лапис говорит группе, что ее хозяин сказал ей, что чем больше она будет вызывать отчаяние, тем ближе она будет к тому, чтобы обрести сердце. Это последнее чувство, которое испытал Цуй перед смертью, но она хочет почувствовать себя живой. Начинается битва, и Лапис использует кристаллы как оружие и щит. Рёну удается спасти Наносё и Юкари с помощью своей силы, и он просит Рена присмотреть за ними. По мере продолжения битвы появляется Белиал. Группа боится, что Белиал уничтожит землю, но Ляпис говорит им, что принесенной ими жертвы недостаточно, чтобы заставить его остаться. Белиал всплывет всего на несколько секунд, но этих секунд будет достаточно, чтобы уничтожить весь Токио. Ляпис уходит, сказав это. Затем Казума выводит всех остальных за пределы здания. Казума, Рен и Аяна наблюдают, как магический круг начинает раскрываться в ожидании прибытия Белиала. Казума говорит дуэту, что им нужно выложиться по полной, если они хотят, чтобы Токио не был стерт с лица земли. Аяна призывает багровое пламя, Рен использует свою лучшую силу, а Казума активирует контракт ветра. Как только рука Белиала начинает появляться из круга, троица устремляется за ней. Их цель — удержать ее на расстоянии хотя бы на тот короткий миг, который она продлится. Со всем, что у них есть, они в состоянии помешать Белиалу вырваться наружу, но на это ушла вся их энергия. Когда пыль осела, на месте битвы образовался большой кратер. Казума открывает глаза и видит стоящих перед ним Родоса и Ляпис. Он боится, что Родос уничтожит его, потому что у него больше нет сил сражаться. Однако Родос сообщает ему, что он не хочет с ним драться. Казуя поднимает глаза и видит, что его отец стоит в отдалении и просто ждет, когда Родос сделает первый шаг. Родос показывает, что он чувствует, что сила его отца сравнима с его собственной, и он не готов ввязываться в драку, в которой ему не победить. Родос и Ляпис собираются уходить, но Казума решает спросить Ляписа, каким было последнее чувство Свё. Ляпис говорит Кадзуме, что последним ее желанием было убить его. Кадзума потрясен и удивлен этим. Аяна подходит к Кадзуме, и он поворачивается, чтобы обнять ее. Несколько дней спустя Аяна и Кадзума сидят на берегу озера и разговаривают. Аяна говорит, что Ляпис могла солгать. Кадзума сомневается в этом и говорит, что это вполне понятно, ведь он не смог защитить ее, когда она больше всего в этом нуждалась. Аяна обещает, что всегда будет рядом с Кадзумой, когда ему понадобится ее помощь. Она хочет быть тем человеком, на которого Кадзума сможет положиться. Они сближаются, но все еще не могут признать, что они пара. Кадзума шлепает Аяна по попе, и она начинает гоняться за ним. Сезон заканчивается тем, что они, как и все влюбленные, бегают по территории